Всем добрый день, мои дорогие подписчики. У меня здесь так солнечно, что я не знаю, как сесть. Да, вот так, наверное. Похоже, что весна приближается. Зима так быстро проходит, что просто вообще не успеваю я глазом моргнуть, как уже весна у нас на носу. Сегодня, вы знаете, я решила снять такое видео в таком формате, что... Вернее, на такую тему, на которую я редко снимаю, потому что мне кажется, что даже не стоит об этом говорить. Но сегодня у меня такое хорошее настроение, что я подумала, что почему бы мне не заработать, так сказать, дополнительные деньги на этой теме. Потому что тема горячая. Сегодня мы говорим о хейтерах Ютуба. И вы мне, конечно же, здесь скажете: Надежда, ну как же так? Не может быть, чтобы у вас были на канале какие-то хейтеры, которые вас не любят и которые вам пишут какие-то гадости. Тем не менее, мои дорогие подписчики, именно, да, мои дорогие, которые меня уважают и любят, да, есть такие, которые заходят на канал и которые иногда мне пишут не очень хорошие комментарии. Но, да, большое но, хочу сказать, что таких очень немного людей. Ну, может быть, за неделю там человек 7 я заблокирую. В общем-то, я считаю, что это не так уж и много. Смотрите, что хочу сказать по этой теме. Я буду очень рада, да, если я знаю, что меня смотрят также некоторые блогеры, мои знакомые, которые также ведут свои каналы. Я знаю, что для каждого блогера это такая горячая тема хейтерства, как с этим жить, что с этим делать и так далее. Да, как вести канал, как не обращать на это внимание. Смотрите, что я хочу сказать по этому поводу. Я, как мне кажется уже, да, вот как мне кажется, дойдя до того уровня ведения канала, на котором я сейчас нахожусь, а это такой же, я считаю, как бы, ну, начально-средний уровень такой, да, то есть у меня канал не то чтобы маленький, но не то чтобы и очень большой, такой средний канал. Вот, так вот, дойдя до того уровня, на котором я сейчас нахожусь, да, я для себя прошла несколько этапов развития и отношения моего к вот этой вот всей теме хейтерства, к хейтерам, как себя вести. Вначале я вам скажу, что у меня где-то, наверное, первые 1,5 года ведения канала у меня было такое сомнение, что ну вот человек что-то тебе написал плохое, да, а что делать? Удалять, не удалять, блокировать, не блокировать. Как бы, или может быть просто удалить комментарий, но человек пусть остается на канале, может быть он больше ничего плохого мне не напишет, да, или, допустим, бывают также такие комментарии, ну, они, знаете, не оскорбительные, как бы вот человек что-то пишет, вроде бы он не оскорбляет тебя, но в то же время ты прочитал его, и как-то ты себя чувствуешь некомфортно. Вот как-то что-то не то остается после прочтения этого комментария. Смотрите, что я для себя решила на каком-то этапе. Это у меня произошло примерно, наверное, ближе к 2 годам ведения моего канала. Я решила для себя, что абсолютно любой комментарий, который заставляет меня чувствовать некомфортно на моем же канале, я удаляю. И я его не просто удаляю, я просто блокирую этого человека. Я просто блокирую, даже не сомневаясь. Я даже не утруждаю себя отвечать этому человеку. Либо предупреждать его о том, что он заблокирован, либо еще что-то там. Я просто нажимаю на кнопку «Блокировка». Что происходит в этот момент? В этот момент... Ну, как бы для человека этого, наверное, ничего не меняется, потому что он продолжает думать, что он существует на моем канале, он пишет комментарии, он там может ставить дизлайки мне, да, и все такое прочее. Но YouTube сделан таким образом, что человек пишет, но его никто не видит. То есть он пишет, он себя видит, но только он себя видит, больше никто другой. Никто на канале больше его не видит. То есть человек как бы исчезает. Он как бы есть, но он как бы исчезает. Почему я стала так делать? Потому что мне кажется, да, что все-таки последнее слово всегда должно оставаться за автором канала, всегда должно оставаться за блогером. Это блогер решает, кто остается у него на канале, а кто нет. Это как если бы вы, знаете, вот пришли в гости к кому-то,
и нагрубили этому человеку, хозяину нагрубили. И при этом это право хозяина оставить вас у себя в доме в гостях, либо выставить вас за дверь. Вот я примерно воспринимаю это так. Дальше, что происходит лично для меня, да, как я это стала воспринимать, когда я блокирую таких людей. Для меня этот человек становится пустым местом, просто невидимкой. Да? Вы знаете, как я отношусь к вам, к моим подписчикам, что я всех вас очень уважаю, что я вас люблю. Я вообще люблю людей. Я люблю свою работу, я люблю работать с людьми, потому что я получаю от этого удовольствие. Я люблю людей, я люблю свою работу, да. Но в то же время, когда появляются вот такие люди, да, люди в кавычках, которые мне грубят, то у меня нет никаких сомнений. Если человек отозвался как-то о каком-то моем физическом качестве, да, с его стороны недостатки, хотя мне кажется, у меня нет недостатков физических, но будем считать, да, если человек как-то оскорбил меня, поставив в комментарии мое какое-то физическое качество, этот человек идет автоматически в блокировку, да. Если человек как-то усомнился в том, что я говорю, да, вот в моих профессиональных качествах, то есть я говорю, трость нужно держать с противоположной стороны от оперированной, а мне, допустим, пишут, да, как вы можете так говорить, вы некомпетентны, трость нужно держать со стороны оперированной ноги, да, то есть ты можешь написать, что я держу трость со стороны оперированной ноги, но не нужно ставить при этом под сомнение мои качества профессиональные, да. Этот человек идет в блокировку. Если человек оскорбляет другого человека, это автоматически блокировка. Не меня, другого подписчика, это блокировка. Если человек оставил комментарий, и этот комментарий заставил меня чувствовать некомфортно, если я после его прочтения чувствую себя как-то, ну как-то сомнительно, знаете, вот какой-то привкус остался, этот человек идет в блокировку. Все. У меня на канале, да, вы можете сказать, ну что же вы так, Надежда, что же вы так строги к своим подписчикам. Я вам скажу, что для меня играет, наверное, значение качества, а не количество. Если я заблокирую, там, не знаю, 10 человек в неделю, но при этом я буду знать, что эти люди у меня призраки, что этих людей больше нет на канале, да, я буду чувствовать себя комфортно. Да, наверное, я буду чувствовать себя лучше. А для меня это самое главное. Самое главное для меня это мое эмоциональное, да, и физическое состояние. Поэтому человек, который написал мне гадость на моем канале, он автоматически идет в блокировку. И это для меня не важно, потому что, знаете, для меня это песчинка. Вот если представьте пляж, да, и там песок, то это все песчинки, которые, понимаете, они не имеют значения в итоге. Это просто не имеет значения. Ты делаешь то, что тебе нравится, ты делаешь то, что тебе доставляет удовольствие, ты делаешь то, что с твоей точки зрения помогает другим людям. И если кто-то приходит и оскорбляет тебя при этом, да, он идет просто в корзину. Пубель, корзина. Все, без разговоров, да, поэтому иногда меня даже смешат такие комментарии, да, ну вы знаете, что я очень как бы такой положительный человек по жизни, и поэтому такие комментарии, ну как бы, ну я могу усмехнуться, да, нажать на блокировку, все, через 2 минуты через 5 секунд я забыла, пролистывая там ленту, я уже забыла, кого я там заблокировала в начале, поэтому, ну как бы я вот так вот обращаюсь с такими людьми. Для меня они становятся призраками, пустым местом, просто ничем, просто никем. У меня на канале остаются люди, которые действительно меня любят, которых люблю я, и с которыми мы на одной волне. Но вот такое мое мнение по поводу хейтерства. Я подумала, но почему бы мне не снять такой ролик тоже? Все вокруг говорят про хейтеров, да, и как бы ролики пользуются популярностью. Так что, мои дорогие подписчики, поставьте мне, пожалуйста, лайк под данным роликом. Вы знаете, что я прошу об этом редко, потому что никогда не придаю особо этому значения. Но давайте позлим моих хейтеров, которые у меня есть на канале, и давайте поставим мне лайк, чтобы видео
заработала какое-то количество денег, чтобы мне было приятно, а им это как бы их немножко это позлило. Да? Все, давайте, хорошего вам настроения, оставайтесь на позитивной волне, думаем о приятном. Все, давайте, до следующих роликов, и всем пока-пока.